Всем привет! Сегодня мы поговорим о спин-продажах. Это, знаете ли, такая мощная штука для тех, кто работает со сложными большими сделками, где нужен не просто напор, а настоящий диалог. Вот главный вопрос, который мучает многих в продажах. Как так вести разговор, чтобы клиент сам, понимаете, сам захотел купить? И вот как раз методология спин и дает на него ответ. Спойлер, дело совсем не в давлении. Вся магия в правильных вопросах. Но чтобы по-настоящему оценить спин, давайте на секунду вернемся назад. Откуда вообще взялась эта система? А появилась она не на пустом месте. Это был, по сути, ответ на полный провал старых агрессивных методов. Тех самых, которые просто не работают, когда речь идет о больших серьезных сделках, где риски высоки. И вот, смотрите, отличная иллюстрация. С одной стороны, вот это жесткое закрытие. Все крутится вокруг давления, вокруг «надо продать». Цели продавца на первом месте. А с другой — консультативный диалог. Здесь все наоборот. Главная логика и, конечно же, потребности клиента. Так что давайте сразу проясним. Спин — это не какие-то там трюки или волшебные фразы. Нет. Это прям-таки смена парадигмы. Мы переходим от давления к логике. И что еще важнее, от попытки продать к желанию помочь купить. Чувствуете разницу? Хорошо. Так что же это такое, эти спин-продажи, если говорить по-простому? Это метод, построенный на 4 типах вопросов. 4 шага, если хотите. И вся их суть в том, чтобы не навязывать ценность, а помочь клиенту самому ее увидеть, самому прийти к осознанному решению. И вот она, главная цель всего этого танца с вопросами. Нужно помочь клиенту пройти путь от, скажем так, от подразумеваемых потребностей, это когда что-то не так, есть какие-то смутные проблемы, жалобы, к явным потребностям. Это тот самый золотой момент, когда человек сам себе и вам говорит: «Так, все, мне нужно решение». Ну что ж, давайте нырнем в самое сердце методики. Разберем эти 4 типа вопросов по косточкам. Первый шаг, буква «С», — это ситуационные вопросы. Думайте об этом как о разведке. Задача — просто собрать факты, понять, что вообще происходит у клиента. Это наш фундамент, без него строить дальше бессмысленно. И, кстати, именно они дают нам моральное право задавать более глубокие вопросы. Например, простой вопрос. А какой системой сейчас пользуетесь для управления запасами? Ничего сложного, правда? Просто по делу собираем информацию и рисуем карту местности. Окей, карту нарисовали. Теперь буква «П». Проблемные вопросы. И вот тут-то все и начинается. Мы от фактов переходим к трудностям. Наша цель — нащупать боль, найти то, что вызывает недовольство. То есть найти те самые подразумеваемые потребности. Например, можно спросить, а что больше всего, раздражает в текущей системе отчетности? Заметьте, мы прямо ищем точку неудовлетворенности, ищем, где система дает трещину. А вот теперь самый мощный инструмент в арсенале спин. Буква «I» — импликационные вопросы. Это, честно говоря, то, что отделяет просто хороших продавцов от настоящих мастеров. Эти вопросы берут маленькую проблему, ту самую трещинку, и показывают, каким серьезным последствиям она приводит, превращают ее, так сказать, в настоящую головную боль. Вот просто вслушайтесь в этот вопрос. А как, по вашим прикидкам, вот эти простои влияют на выручку, а на отношения с ключевыми клиентами? Понимаете, мы больше не говорим о какой-то технической мелочи, мы говорим о деньгах, о репутации. И вот тут проблема из неприятной превращается в срочную и важную. Это меняет все. И финал. Буква «Н». Направляющие вопросы. Или need payoff. Здесь мы делаем разворот на 180 градусов. Перестаем говорить о боли и проблемах и начинаем говорить о выгоде, о том, как хорошо может быть. И вся их магия в том, что клиент сам своими словами начинает описывать ценность решения. Представьте, мы спрашиваем: а вот если бы получилось готовить отчеты не за неделю, а за день, что бы это дало команде? И все. Клиент сам начинает рассказывать, как это было бы здорово. Он, по сути, сам себе продает идею, а мы просто создали для этого идеальные условия. Итак, вот они, 4 типа вопросов. Но самый главный секрет — вся соль спин не в самих вопросах, а в их последовательности. Именно в этом порядке. S, P, I, N. И эта последовательность, она же абсолютно логична, если вдуматься. Сначала S — понимаем, что происходит. Потом P — находим, что в этом происходящем не так.
Дальше «и» показываем, почему это не так, на самом деле очень-очень плохо. И в конце «н» даем клиенту самому помечтать, а как бы было хорошо, если бы этой проблемы не было. Все, пазл сложился. А вот здесь, кстати, все это собрано в удобную табличку. Прямо видно, как каждый тип вопроса работает, какую задачу решает и как мы шаг за шагом ведем клиента от скрытой потребности к явной. Можно прямо заскринить как шпаргалку. Окей, с теорией, кажется, разобрались, но есть еще кое-что важное — ошибки. Давайте поговорим о том, на чем чаще всего спотыкаются при использовании спин. Ведь знать, где можно упасть, это уже половина дела, чтобы не упасть. Итак, ошибка номер 1, самая частая. Спросили пару ситуационных вопросов и тут же прыгаем к презентации продукта. А вот у нас есть «почему это провал?». Да потому что мы предлагаем лекарство от болезни, которую пациент еще даже не считает болезнью. Никакой ценности в этот момент наше предложение не имеет. 0. Вторая ошибка — превратить разговор в допрос. Это когда задают один ситуационный вопрос за другим без остановки. А это у вас как? А это? А сколько этого? Клиент устает, ему становится скучно, и он думает, этот человек вообще не готовился к встрече. Так делать не надо. Готовимся заранее, уважаем чужое время. И третья опасная штука — пережать с импликационными вопросами. Когда мы слишком уж агрессивно начинаем раздувать проблему, тыкать в болевые точки, что происходит? Человек закрывается, включается защитная реакция, и все, доверие, которое мы так старательно выстраивали, рушится в один миг. Так в чем же по итогу ключевая разница? Смотрите, обычный скрипт — это, по сути, рельсы, заученные фразы, которые ведут к одной цели — закрыть сделку. А спин — это не рельсы, это скорее компас и карта. Это гибкий фреймворк, который требует слушать, слышать и по-настоящему понимать собеседника. И кем тогда становится продавец? И вот финальный вопрос, над которым стоит подумать. Кем хочет видеть вас клиент? Просто продавцом или партнером? В этом-то вся и разница. Спин — это как раз тот инструмент, который помогает перестать быть просто продавцом и стать настоящим партнером. Тем, кто не впаривает, а помогает найти лучшее решение. И вот это, наверное, и есть самое ценное.